Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня мы научимся делать цепочку из 3 воздушных петель и подниматься на следующий ряд, а также делать полотно из цепочек воздушных петель. Итак, в прошлом видео мы с вами связали цепочку из воздушных петель, а теперь мы будем делать арочки. Обычно при переходе на следующий ряд для одиночной петли делают петлю подъема. Одну петлю подъема. Значит, нам нужно сделать одну петлю. Так. Кстати, хочу сделать отступление. Я очень люблю делать отступления. Так вот, кто-то держит крючок так, кто-то держит крючок так и вяжет так. Оба способа подходят, и как вам удобно, так вот и вяжите. Об этом способе говорят, что это как бы вы держите ручку, да, вы так пишете, а это как будто бы вы держите нож. Вот, чтобы вы понимали, когда вам так говорят, вы знаете, что это за способ. Значит, уже много я навязала, много придется показывать. Делаем петлю подъема еще. И теперь здесь пальчиком зажмем, чтобы не запутаться. Значит, петля подъема. Теперь мы делаем арочку из 3 петель. То есть это 3 петли воздушные. Вот у нас была подъема петля. И раз, два, 3. Прекрасно. Теперь мы будем считать от петли подъема сюда. Раз, два, 3. Петлю подъема мы не считаем. Раз, два, 3. И в четвертую. Я надеюсь, видно. Четвертую. Хотите под верхнюю петлю, хотите под нижнюю, легче под верхнюю. Вдеваете крючок, протягиваете нить и еще раз протягиваете. О, это уже сложно получается. Это получается уже столбик без накида. Это столбик без накида. Мы его будем вязать отдельно. Я постараюсь не забыть дать ссылку на столбик без накида, но если что, смотрите в списке обучающих видео. А пока что мы продолжим наши арочки из 3 воздушных петель. Значит, вот это был столбик без накида. Раз, два, 3. И отсчитываем здесь раз, два, 3, четвертую. Продеваем крючок, вытягиваем нить, протягиваем нить через обе получившиеся петли. И вот у нас одна петля остается. Опять мы провязали столбик без накида. Итак, вот раз, два, 3. Я буду вязать до конца ряда. Вы хотите, перемотайте, хотите, смотрите, как я это делаю. Я делаю это 2. Упс. Да, что такое? 3. Так. Раз, два, 3. Четвертую пошел. Раз, два, 3.
Отмотаем немножко. У меня, к сожалению, не сохранилось никаких опознавательных знаков об этой пряже, но судя по блеску и по мягкости, я предполагаю, что это мерсерированный хлопок. Вот. Вяжем дальше. Так. Раз, два, три. Четвертую. Раз, два, три. Четвертую. Я, кстати, когда только училась вязать крючком, это было в далеком 2014 году, я держала крючок как нож. У меня довольно сильно уставала рука. Потом на какое-то время я оставила вязание вообще. Есть на то свои причины, я там болела, неважно. И потом, когда я вернулась снова к крючку, я стала держать его уже по-другому. Вот так вот, как ручку. Оказалось, что так гораздо легче. А тогда я не понимала, как это вот так вот вообще можно держать. Вот мы дошли до конца ряда. Просто, чтобы вот так... Ну, вот это не страшно, конечно, когда такое остается. Чтобы этого не оставалось, надо считать петли. Надо считать петли, и я как-нибудь научу их считать. Это несложно. Там берется, значит, на этот конкретно рисунок берется 3 петли и четвертую на соединение. 3 петли, четвертая на соединение. 3. То есть получается как бы вот это вот 3 петли и четвертая на соединение, это раппорт. То есть, чтобы у нас не оставалось вот такого вот незадействованного хвостика, наши петли, количество наших петель должно делиться на 4. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 арочек. У нас должно быть в этой цепочке начальной 24 петли. Вот. Сразу покажу, что делать с этим хвостиком. Тут, в принципе, я сейчас вытащу крючок. Никакой особой сложности здесь нет. Все-таки не ракетостроение. Мы берем, просто развязываем эти узелочки, они развязываются как самые обычные узелочки. Вот это оставляем. Не развяжите слишком много. Это же не страшно. Ничего непоправимого не бывает. Прям такого супер непоправимого. Ну вот. Вот уже и нет этого хвостика. Берем дальше, вдеваем наш крючок и поворачиваем. Поворачиваем мы обычно по часовой стрелке. Ну, я так поворачиваю, мне так удобно. И делаем опять-таки петлю подъема. Вот, одну. Раз. Хотя мне кажется, что она здесь вообще не нужна. Ну ладно. Так, и вяжем опять. 1, 2, 3. Дальше смотрите сами, как вы хотите что вязать. Значит, если мы будем продолжать опять вязать так же, нужно вдевать туда же в эти столбики без накида. То есть вот. Но тут уже не в одну петелечку надо продевать, а в 2. Вот тут сверху образуется как бы такая косичка. Вот. И вот в эту вот косичку вот, надо вдевать крючок сюда, вот его продеваем.
через 2 петелечки вытягиваем. И опять вот 1, 2, 3. И опять вот этот столбик, вот косичку через 2 петельки продеваем. 1, 2, 3. Опять сюда. 1. Ой, это был не раз. Вот это теперь 1, 2, 3. И вот этот столбик. Фокусируйся. Да, вот этот столбик. Я надеюсь, что вам видно. Вот мы провязали его. И 1, 2, 3. И так, как вот здесь вот нам заканчивать, если тут у нас, я считаю, что надо тоже 1, 2, 3. И, так, и вот здесь 1, 2, 3, вот здесь у нас была петля подъема, где-то вот после нее сюда надо, это получается уже с накидом, просто так вот соедините все. Давайте посмотрим, как оно получается, ровненько, неровненько. И дальше продолжаем. 1. Значит, можно так вязать до бесконечности, получаются вот такие вот арочки. А можно вязать еще, вдевать крючок не в столбик, а прямо в арку. Очень часто делают такой прием. Вот, значит, здесь надо провязать, ну сколько? 1 на подъем. Нет, подождите-ка. Да, 1 на подъем я сделала. Ну, наверное, еще одного будет достаточно. Да. И сюда теперь в арку. Так. И тоже 1, 2, 3. Так, не убегай. Теперь в арку сюда 1. Это был столбик без накида в арку. 1, 2, 3. Сейчас я еще раз покажу, что я сделала, потому что, мне кажется, я сделала очень быстро. Вот мы вдеваем сюда в арочку. Так. Вот, захватываем нитку. Выводим сюда и провязываем. Да? 1, 2, 3. Вводим крючок в арочку, захватываем нитку, так, продеваем, провязываем. И 1, 2, 3. И опять в арку. 1, 2, 3. Ой, нет, это был не 1, вот это 1, 2, 3. Вот мы дошли до конца ряда.
здесь. Как же здесь заканчивать? Здесь надо сделать еще одну петельку и продеть. Только не за одну, а за две ниточки. Давай, какие мы тут поймаем? Вот такие будет. Вот. Раз. Раз. Вот такое вот у нас получается. Если делать полотно, продевая в арки, то это получается такая сеточка. И вот сейчас очень модно вяжут авоськи. Может быть, основой для какого-нибудь топа, для легкой кофточки. Сверху можно вывязывать какие-то, вывязать крючком и пришить какие-нибудь цветы или вышить что-нибудь. Вот так. Если видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, впереди будет еще много полезных видео. Всем спасибо! Если мое видео оказалось полезным для вас, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще будет множество полезных уроков.